Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторез. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие, увлекательные рассказы на русском языке. Сегодня мы познакомимся с интересным эпизодом из истории фальшивомонетничества и разберемся, при чем тут Наполеон. Итак, поехали. Во время войны 1812 года Франция буквально наводнила Россию фальшивыми ассигнациями. Выпуск фальшивых денежных знаков противника является порицаемой, но неоднократно практиковавшейся акцией в войнах конца XVIII – начала XIX веков. Так, во время подготовки к вторжению на территорию России по указанию Наполеона были изготовлены поддельные русские ассигнации номиналом 100, 50 и 25 рублей, датированные 1805-1811 годами. Впоследствии среди российских коллекционеров за ними прочно закрепилось название Наполеоновки. Операция по изготовлению подделок проводилась в атмосфере секретности. Группа наполеоновских фальсификаторов состояла всего из 3 человек. Руководитель, начальник отделения Министерства полиции Шарль де Море и непосредственные исполнители – гравер Лаль и типограф Фен. К процессу подделывания русских ассигнаций вышеперечисленные господа относились серьезно. В результате по качеству исполнения французские фальшивки превосходили оригиналы. Отличались голубоватым оттенком бумаги, более четким водяным знаком, голубым рельефным тиснением, ровным расположением букв в словах основного текста и гравированными подписями. В России в то время подлинные ассигнации все еще подписывались вручную. Однако незнание французами русского языка привело к забавной путанице букв. Так буква «Д» заменялась на «Л», «Н» на «Т». Фальшивые ассигнации Наполеон предполагал использовать на оккупированной им территории Российской империи для выплаты жалования своей армии, а также для закупки продовольствия и фуража. Но планам Наполеона не удалось сбыться. Во-первых, выяснилось, что к 1812 году реальная стоимость русского ассигнационного рубля составляла всего лишь 25 копеек. Некоторые исследователи обвиняют в этом гравера, который не знал языка страны, чьи деньги он подделывал. Но это не совсем верно. В России 1812 года грамотных крестьян было меньше 3%. Неужели кто-то думает, что их сильно волновала буква «Л» вместо буквы «Д»? Им достаточно было внешней схожести. А что там написано, они могли даже не знать. Просто крестьяне почти повсеместно отказывались продавать продовольствие и фураж французам.
А те, кто соглашался на сделку, как правило, требовал в качестве оплаты золото или серебро. Бумажные ассигнации крупного номинала не имели широкого хождения среди простого населения. Кроме того, в разоренном войной государстве их негде было разменять. Во-вторых, с каждым днем нарастало недовольство французских офицеров. Жалование, выплачиваемое фальшивыми ассигнациями, даже увеличенное со временем в 2 раза, составляло только половину обычного содержания. Отсутствие возможности воспользоваться российскими деньгами еще более осложняло ситуацию. Таким образом, несмотря на превосходное качество подделок, надежды Наполеона на их широкое применение не оправдались. Переживая за свою репутацию, во время отступления он приказал уничтожить все неиспользованные фальшивые ассигнации. Из образцов наполеоновского творчества, дошедших до наших дней, наиболее редки 100-рублевые банкноты. Их ориентировочная стоимость составляет от 6 до 8 тысяч долларов. Ассигнации достоинством 50 и 25 рублей встречаются значительно чаще и стоят от 800 долларов до 2500. Друзья, вот такая занимательная история. Очень надеюсь, что вам не приходилось сталкиваться с фальшивыми деньгами. Но если вдруг такое случалось, напишите об этом в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!